Но шансы на то, что у вас будет продолжение, все еще сохраняются, и они достаточно высоки. Это высокая башня, и она рядом с этой семеркой лежит, на секундочку. Всем привет, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня вас ждет общий расклад Таро на мужчину, на любовь, на отношения, мысли, чувства, планы, действия по вопросам моих кверентов. Я сделаю для вас выкладку на 10 карт, и вы посмотрите вопросы кверента, которые могут пересекаться и с вашими вопросами, которые могут быть актуальны в ваших отношениях. Настройтесь на себя, на своего партнера, и мы начнем. Вопрос номер 1. Последний 10 возьмем снизу. Также давайте возьмем еще дополнительную карту совет. И возможно, если будут какие-то моменты, где что-то будет непонятно, мы добавим и рассмотрим дополнительные вопросы, но это будет проходить в потоке по наитию. Итак, уверен, что вы настроились получить ответы на вопросы, которые могут быть актуальны и для вас сегодня. И первый вопрос, который мы посмотрим: что с ним происходит сейчас из-за вас? Ой, а с ним происходит не пойми что, хаос и безумие творится в его мире. Такое ощущение, что ваши отношения запустили его в новый путь, в новый мир. И он не знает, что с ним будет дальше. И пока что лучшая позиция между ним и вами – это остаться друзьями. Здесь, скорее всего, этот великолепный белый четвероногий друг – это ваш образ друга. А он вот пытается куда-то идти, но куда идти он не знает. И такое ощущение, что сейчас он хочет все оставить позади, но вот получится ли это у него, это уже совсем другой вопрос и достаточно таки большой вопрос, да. Ну, смотрите, что с ним еще происходит. Он сам не понимает, что происходит в его жизни, и понятия не имеет, как быть дальше, что будет делать. Ведет себя достаточно хаотично, непредсказуемо, и, возможно, даже это выглядит как безумие. Вопрос номер 2. Что он думает о вашей ситуации? Ну, смотрите, здесь налицо классический треугольник, тройка кубков. И что он может думать? Он думает, что вам с ним классно. И он не считает, что то, что произошло между вами, полностью разрывает ваши отношения. Он не считает, что вы разорвали отношения, но и не считает, что треугольник для него – это плохо. И он думает, что в этой ситуации он каким-то чудесным образом, или непонятно пока что, скорее всего, для него, не пойми каким образом, он сохранит единство трех. Он думает, что бы ни произошло, это не повредит. И то, что происходит, это не ухудшает ситуацию, а может быть где-то даже ее и улучшает. Да? То есть для него это даже и лучше. То есть может быть где-то он даже радуется тому, что происходит между вами. Вопрос номер 3. Кто вы для него? Вы для него победитель. Победительница, вы его победили. Но если вы чувствуете себя проигравшей, ну, если это ваши чувства, я же не могу ваши чувства перебить этой картой, да.
Но тогда, если вы чувствуете себя проигравшей, тогда вы для него проигравший человек. То есть тут нужно смотреть. И тут вот вы напишите мне в комментарии, вы победитель, победительница, как вы считаете, или вы проиграли все-таки пока что, да. Ну, то есть, соответственно, либо он здесь с позиции, с точки зрения «мне море по колено, да, и волны по плечо», ну, а вы, соответственно, здесь опять-таки партнер, которым он смог управлять так, как ему хочется, да, то есть здесь лошадь – это архетип ваш, да, по сути тогда, и он как бы вас обуздал и, ну, получил как бы свое, да, то есть то, что он хотел в этих отношениях. Но, соответственно, я думаю пока, что вы для него победитель все равно, да, карта у победителя, поэтому примите пока победу, какой бы она ни была. Если вы считаете, что то, что происходит, это успех и победа, пускай такая остается. Но если вы чувствуете, что вы проиграли, примите поражение, так будет легче для того, чтобы осознать и перейти на другой этап в своей реальности. Да, иногда принятие помогает, да. Но не все ж в отрицании жить и в торге, да. Что он чувствует сейчас по отношению к вам? Он чувствует, что он будет защищаться от каких-то вторжений в его мир, в его реальность, в его пространство, да, то есть он чувствует, что ему нужно сопротивляться. Также он чувствует сопротивление и ваше, то есть он чувствует, что ни вы, ни он не готовы принять ту реальность, которая сложилась, и действительно идет пока отрицание. То есть он чувствует, что между вами происходит какая-то борьба, которой, может быть, он не придает значения, или, может быть, он ей еще пока радуется, или он принимает это и даже может чувствовать себя либо пораженным, проигравшим, да, либо победителем, но по отношению к вам он закрывается, защищается и как бы отстраняет вас. То есть он чувствует по отношению к вам отстраненность и борьбу. То есть, ну, это как бы не сколько конфликт, сколько борьба. Конфликт по пятерке у нас идет, а здесь уже идущая борьба, поэтому, скорее всего, этот конфликт уже произошел и происходит внутренняя борьба, где он взвешивает, прав я, не прав, да, ну, внутри себя, и права ли она, да, или не права. Ну и как вы считаете, правы ли вы, тоже можете написать. Хорошо, а пятый вопрос интересный такой, а планировал ли он вообще отношения, или это вот как-то вышло так спонтанно, случайно, да, или это случайность какая-то? Шестерка кубков, он к вам присматривался, этот человек. Планировал ли он что-то? Знаете, вот разумом он не планировал, он планировал сердцем, чувствами, да, то есть его привела к вам интуиция, ваша вот внешность, красота, ваша утонченность какая-то, ваша мягкость. То есть вы его притянули. То есть планировал ли он? Нет. Но он подтянулся к вам душой. Вот вы здесь вот на этой карте видите руну Гебо. Да, это объединение, слияние и принятие. Он принял ситуацию такой, что он может за вами ухаживать, заботиться и, может быть, учитывая карту, которая рядышком, спасать каким-то образом. Ну, здесь как бы защитник рядом, да, это защита, карта защиты, да, или про. А здесь уже в этом контексте планировал ли он что-то? Ну, он хотел заботиться, ему нужна была забота, или он сам по себе такой человек, который любит оказывать помощь или может оказать помощь, да, может, он какой-то у вас спасатель, да, там, security, да, или require, да, но в таком ключе. Поэтому
Скорее всего, он не планировал изначально, но душа его подвела к вам, сблизила. То есть где-то здесь есть близость родственных душ, прочувствуется, да, прослеживается. А вот давайте теперь сравним, что он сейчас планирует в вашем отношении или по отношению к вам. Ну, смотрите, он будет отдаляться, к сожалению, это рыцарь жезлов. Отдаление, оно, знаете, как у него есть какая-то цель отдалиться, или есть просто цель, благодаря которой он будет отдаляться, да. То есть в лучшем случае рыцарь жезлов – это любовник всегда. То есть в лучшем случае вам, ну, пока в этой ситуации вы можете быть друзьями, любовниками, но все равно это отдаление, к сожалению. Опять-таки, может быть, вам наоборот это отдаление и выгодно. И карта достаточно теплая. То есть он будет отдаляться, но это не будет означать, что он охладевает к вам. Это рыцарь жезлов, рыцарь огня, не рыцарь воздуха. Вот если бы здесь был рыцарь мечей, да, воздуха, то тогда бы он бы охлаждался к вам. А так у него еще есть внутреннее сопротивление. То есть он еще не принял ситуацию такой, какая она есть на самом деле. Ему еще радостно и весело. Его еще все может устраивать. Поэтому и даже учитывая карту, которая свела вас, а свела вас руна Гебо, и даже вот здесь еще у меня такое ощущение есть и Беркана, это женственность, и руна Ларгус. А Ларгус это ваша женская гибкость, течение, ваша женственность. Поэтому здесь с этим можно еще как-то двигаться дальше. Но планирует он все равно отдаляться. Но может ему нужно просто побыть наедине с самим собой, а может быть порешать свои дела. По этой карте это может быть не обязательно его цель вот подальше от вас. Нет, это может быть вот я решу свои дела, а оно как-то потом там, да, вот по обстоятельствам будет решаться. Да. И вот давайте как раз и планируем. И планируем мы посмотрели, да, и вот следующий вопрос, который задает Кверент, чего от него ожидать, каких действий. И вот как раз и посмотрим. Он появится, даст о себе знать, но это туз жезлов, а это рыцарь жезлов. Он должен решить свои мужские дела. Он должен перегореть. Символ фаллический, поэтому знаете, как иногда в голову дает мужчинам, да, какой-то импульс, вот тот, который ниже, да, и у него оно должно отойти от мозгов, то есть он должен перегореть, успокоиться, и он появится у вас как бы с каким-то предложением. Или решив свои дела, здесь вот у нас мы наблюдаем, да, 12 жезлов, да, это карта 12 жезлов, а здесь один жезл. То есть он все 11 проблем скинет и появится перед вами. Опять-таки вас связывает, ну, крепко связывает сексуальная энергия по этим двум картам, поэтому имейте в виду, что, скорее всего, этот партнер у вас на крючке сексуальных связей. Понимаете, да? Поэтому он может появиться, причем внезапно, как отдалился, потому что здесь элемент непредсказуемости на первом месте. И обратите внимание, всем раскладом управляет дурак пока что. О чем это? О том, что хаос в ваших отношениях – это пока что главный, ключевой элемент, с которого все и начинается. Поэтому этот человек изначально непредсказуемый. И если он разрывает с вами отношения, например, да, сейчас, и при этом у него спокойно на душе, ну, может быть, это такой характер у человека, да, может, такая модель поведения. Может быть, он просто перезагружается, и ему действительно нужно отдохнуть от себя, от вас, от обстоятельств, от третьего человека, от четвертого, от пятого. Вообще человек, у меня такое ощущение, что человек, но мужчина здесь достаточно энергичный, занятой, предприимчивый какой-то вот такой, да, вот клубок энергии, который постоянно двигается к какой-то своей цели. Поэтому чего от него ожидать в ближайшем будущем? Он появится, когда решит все свои дела.
Окей, его пытаются, например, сосватать кому-то, например, если у вас религиозные какие-то моменты разные, да, ну, не совпадают веры. Или у него кто-то там на примете еще, ну, третий, да, вот он уже что-то есть, это третий человек. И вот давайте посмотрим, выйдет ли из того, что его там пытаются заманить в чужие сети, да. А вот здесь вот я бы не спешил говорить, что все плохо. Он может холодно реагировать на то, что его кто-то еще соблазняет. Имейте в виду, у вас вот эта карта, она достаточно сильная. Это вносит очень много живости и непредсказуемости и оживляет ваши отношения. Но то, что его пытаются захомутать, околдовать там как-то, да, ну не околдовать, а охмурить, да, очаровать, вот. Ну, это вряд ли на него сейчас подействует. Не сейчас, это точно. То есть он сейчас как минимум занят, и ему нужно отдохнуть от того, что между вами происходит. И может быть даже предложение третьего человека, третьей стороны, соперницы, например, она здесь есть в этом раскладе. Пока не трогают его так, как трогаете его вы по этой карте. Он общается с еще человеком, вот как бы проверяем, да, вот есть общение, налаженная связь. И как раз, видите, и выпал треугольник. Но они живут, в принципе, в одном городе, да, эти люди, или в одном месте, да, ну, близко живут. Вот, ну, расстанутся ли они, или что будет между ними, да, и между ним и соперницей. Вот так. То есть есть общение. Ну, в этом случае я скажу так. Все тоже точно так же внезапно может произойти у них. И здесь карта башня, у них не должно ничего пойти так, как он хочет, или она, так как она хочет, как хочет соперница, скорее всего, так не произойдет. Но будьте осторожны, аккуратны, именно вы, потому что вот этот башня, взрыв, да, вот когда что-то рушится, да, нужно сторониться, да, потому что может засыпать. Постарайтесь сделать все, чтобы вас не зацепило обломками процесса крушения их отношений. Вот так. Ну и, может быть, вам стоит сделать все так, чтобы, учитывая вот эти две карты, чтобы о вас не знала соперница. И чем меньше знает о вас соперница, тем вам лучше. То есть вам не надо с ней выходить на связь, переговоры вести какие-то и так далее. Вот тише едешь, дальше будешь. В этой ситуации это так. Потому что, учитывая то, что между вами напряжено все, это может, так знаете, срикошетить по вам то, что у них будет сыпаться. И чтобы так не получилось, что это все из-за вас. Поэтому стойте в стороне и наблюдайте за ситуацией. Ну, как бы так. Что в итоге будет между вами? Да? Семерка кубков. Это говорит о том, что вам придется еще гадать дальше. То есть, может быть, что угодно. И учитывая то, что, смотрите, всем раскладом руководит дурак и башня, может быть дискомфортно. То есть вам стоит дальше ожидать непредсказуемых моментов в отношениях, где что-то разрушится. Если будет рушиться между вами, вам может причинить боль. А если будет рушиться между ним и еще кем-то, между соперницей, вам тоже может причинить боль. Но шансы на то, что у вас будет продолжение, все еще сохраняется, и они достаточно высоки. Это высокая башня, и она рядом с этой семеркой лежит, на секундочку. А смотрите, 16 и 7 рядом, да, у нас равно 24. 23 точнее. А 23 у нас получается знак какой? Правильно, близнецы или иерофант. Да? Так вот, 23 иерофант. По иерофанту это сила духа и правда духа. Если вы по силе духа и правде духа, ну, позволите ему двигаться и себе двигаться ведомыми
силой духа и правдой духа, тогда вы, скорее всего, откроете себе, какой-то шанс хотя бы, чтобы эти отношения сохранить, а у вас сверху сближение, тоска, ностальгия. Этот человек по вам скучает, тоскует, вы ему даже можете сниться, да. И самое главное, что сексуальная энергия ваша и его достаточно крепко связывают друг друга, вас обоих. Поэтому здесь я скажу так, что в итоге будет вашими отношениями. Сейчас карты не говорят, и это непредсказуемо, 7 кубков. Но хотеть, мечтать не вредно и полезно в этой ситуации. И пока вы хотите из этих отношений, как бы карты не подталкивают вас, несмотря на то, что тут даже рядом башня, и есть какие-то, что ли, не угрозы, но элементы такой опасности или дискомфорта в возможных событиях и развитии событий в ваших отношениях. Что карты Таро советуют вам, советуют высших сил? 4 жезлов. Держитесь пока за этого человека. Не торопитесь, эта карта медленная. Постарайтесь согреть себя надеждой. Здесь эта карта обещающая. Постарайтесь не потерять то тепло и те чувства, которые были, не растерять их. И здесь, знаете как, это уют и комфорт, праздник. Отнеситесь к тому, что происходит между вами, с позитивом и примите соперника или соперницу, да, кто у вас там получается, как часть испытания, который нужно пройти, просто как часть пути, который нужно пройти, и не идеализируйте, не пытайтесь идеализировать эти отношения, и не идеализируйте ни себя в этих отношениях, ни вашего партнера. Хорошо. Давайте посмотрим теперь вопросы. Такие дополнительный блиц. Что вам нужно делать и чего вам делать не нужно? Первая карта. Что вам нужно делать в этих отношениях? А вам нужно продолжать влиять своей женской сексуальностью на мужчину. У вас то, что я говорил, сексуальная энергия, видите, она подтверждается здесь. Вам нужно продолжать эти отношения, может быть, где-то побороться за эти отношения, как львица или как тигрица, да, и нужно относиться к партнеру, давайте так, с почтением, уважением, любовью и нежностью, давайте лаской так тоже, почему бы нет. Что не нужно делать вам ни в коем случае? Пока не надо на него магичить, не колдуйте на него. Если вы уже наколдовали, сделайте паузу, остановитесь. И, давайте так, вам не нужно, может быть, поддаваться на его манипуляции, но и манипулировать им, чисто манипулировать. Я сказал, используйте свою сексуальную энергию. Это не манипуляция. Будьте самой собой. Но именно манипулировать этим человеком у вас не получится. Почему? Потому что человек здесь с характером, то, что я уже сказал. И здесь, видите, этот рыцарь на коне. И этот, смотрите, будьте осторожны. Он, знаете, как против кавалерии не попрешь. Кавалерия — это очень мощная, да, такая единица военной структуры раньше была. Сейчас, конечно, кое-кто пробует применить кавалерию, но это не сейчас. Поэтому будьте осторожны с манипуляциями и магией. Хорошо. Будет ли он вас возвращать? Тут жезлов, помните, да, он может появиться, поэтому проверяем. 7 мечей. Неоднозначная карта, вряд ли он будет вас возвращать, поэтому не торопитесь убегать. Если и будет возвращать, то может возвращать вас хитростью, коварством даже. Здесь больше хитрость, это шпион. Коварство у нас по 5 карте, да, идет. Хорошо, вряд ли он будет вас возвращать, поэтому если хотите сохранить
отношения, шансы на которые у вас есть, не торопитесь. Здесь может все поменяться. Шестерка с семеркой дает аркан 13, а 13-й аркан, он непредсказуемо трансформативный. Давайте теперь спросим. Он любит или вас использует? Я не скажу, что здесь нет любви и чувств. Они здесь есть. Девятка, шестерка – это очень хорошие карты. Но этот человек не альтруист. Имейте в виду. Почему я вам и сказал, не идеализируйте его, не наделяйте его какими-то качествами. Поэтому он вас и любит, и использует. Но поверьте, скорее всего, у вас то же самое получается симметрично. Это взаимно гебо. Гебо – это слияние и принятие. Поэтому здесь есть чувство, но здесь нет бескорыстности. Но учитесь быть полезной и учитесь быть использованным так, чтобы получать от этого удовольствие. А почему бы нет? Да, мы все друг другом пользуемся, как говорится. Ну и последний сакраментальный, наверное, вопрос. Да, давайте посмотрим, а будете ли вы вместе? Ну, пока что карты говорят о том, что да, а если нет, то посмотрим, какие могут быть причины. Здесь колесница. У вас сохраняются все шансы на то, чтобы вы были вместе. Колесница о поездке-переезде. Можете быть готовы и к этому в ваших отношениях. Карта говорит и о работе, поэтому, может быть, вы любовники на работе. Но карта еще может говорить и о перспективах семьи и совместного бизнеса. Поэтому да. І эти шанси у вас пока що достатньо високі. Побачимось, почуємось. Па-па.